Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить, может ли женщина выжить без мужчины и в современном мире в настоящее время, и вообще так ли экстренно необходим сейчас мужчина женщине, потому что мужчины отказываются от женщин, и женщины тоже стали отказываться от мужчин. Поговорю о child-free, нормально ли это, если женщина не хочет детей, и также поговорю об эмансипации, об эмансипированных женщин, потому что child-free вытекает из этого направления, которое уже очень давно с нами. Всем ли от этого плохо? Ну, я думаю, нет. У женщин настолько расширились права, что женщины себя очень свободно и хорошо чувствуют, а вот мужчины боятся сделать лишний шаг и вздох, потому что понимают, что будут наказаны, как с этим бороться и что с этим делать. Давайте порассуждаем, нужно ли государству на самом деле, зачем государству многодетная семья? Вот мы периодически можем в новостях увидеть, что правительство в очередной раз утвердило выплату многодетной семье, и люди некоторые не понимают, а за что, почему, какой вклад вносят эти люди в общество, что они делают полезного, ведь это личный выбор каждого. И споры еще пошли помогать, не помогать из истории, когда семье из 12 детей государство отказало в помощи, там речь шла, по-моему, о дарении земли, и поэтому некоторые люди, они говорят, ну вы помогите обычным людям, вы зарплату хоть повысьте хоть чуть-чуть, потому что огромное количество людей живет от зарплаты до зарплаты. Это что, какая-то привилегированная часть людей? Но если послушать женщин, которые являются мамами многодетной семьи, они говорят, что вы сначала попробуйте воспитать, поднять, все силы отдать, все время, да, то есть это нелегко, но тем не менее такие вопросы возникают. Я напомню, что в России у нас была демографическая яма в 90-е, и, соответственно, из той точки мы сейчас пришли к чему? К тому, что тогда рождалось, соответственно, меньше количество людей, и сейчас еще меньше, потому что ну, какой-то процент тоже решил там, не иметь детей, к примеру. Да? И мы часто можем услышать о том, что вот демографию надо повышать, что с этим делать. И знаете, вот я так приближаюсь к теме эмансипации. Для тех, кто не знает, да, эмансипация была создана для того, чтобы сравнять права с мужчинами, то есть женщины стали работать на мужских работах, которые раньше считалось, что женщина не может, да, там, ну, по выплатам, хотя до сих пор сейчас некоторые женщины жалуются на то, что есть вот это все-таки гендерное различие на работе, где выплачивают все-таки женщине меньше. Ну, я, по крайней мере, с таким не сталкивалась, не знаю, реально ли в жизни такое сейчас существует. Ну, то есть, в общем, придумало это якобы направление, там, две сестры, да, создали сообщество, вот. Ну, это все такие течения из Запада, да, мы сейчас рассмотрим, для чего все это на самом деле было создано, так ли это, вот, прям все сидели и распереживались за женщин, ну как же плохо женщинам, ну, вот мужчинам было хорошо, ой-ой-ой, бедняжки женщины, много-много лет, веков жили в том состоянии, что мужчина был главный, что был патриархат во многих странах, да, особенно если говорить про Россию. Россия вообще патриархальная страна была, да, что по этим временам мужчины сейчас и скучают. И вот прям бедные все распереживались. Я думаю, что на самом деле ситуация не совсем такая красочная, как нам ее подносят так красиво, что это борьба только за права женщин. Я думаю, что в этом скрыты свои какие-то интересы людей, которые все это финансируют. Естественно, у любой какой-то компании, да, которой вы приходите, например, вот хотите, пусть это будет небольшая компания, хотите там работать, все равно миссия компании где-то будет прописана, да, к чему идет компания, какие задачи, там, цели. Соответственно, у любого какого-то направления, особенно если речь идет о этом, эмансипация, она проникла во многие страны, и до Азии, кстати, не дошло пока, поэтому мужчины, я записывала ролик, мужчины некоторые
Некоторые, а уже многие русские мужчины смотрят в сторону Азии, потому что там еще сохраняется этот патриархат, да, уважение к мужчине. А сейчас что происходит? Если раньше мужчина, да, там строил империю, там создавал, скажем так, этот мир, женщина была в подчиненном положении. То есть даже если говорить про Россию, про Древнюю Русь, женщина даже не имела права вообще распоряжаться финансами общими, их семейными. Все только согласование мужчины. А сейчас чаша весов не на стороне мужчины, и мужчина сам упал до этого низменного положения. И я, знаете, не очень люблю вот это обманутое такое состояние, когда ты понимаешь, что тебя надули. Ты выходишь, и вот, ну пусть это будет такая небольшая какая-то, небольшой обман, но такое состояние внутреннее, знаете, неприятное. И вот если люди, которые вот размышляют, думают, да, к чему это, то может почувствовать тоже это состояние, когда преподносится одно, а на самом деле миссия всего этого, она совершенно другая. В первую очередь, конечно, миссия — это разрушение института семьи, но я думаю, что какой-то процент молодежи, конечно, об этом никак не рассуждает. Вообще у нас молодежь настолько пропитана всем западным, и не знают ни русскую историю, не интересуются вообще ничем, да. Ну, с другой стороны, наверное, молодежь, может быть, в этом не очень виноваты в каком-то смысле, потому что производилась огромнейшая на протяжении многих лет работа по вот этому влюблению всего западного, скажем так. А я вот, знаете, очень люблю русский мультик. И вот русские мультики, которые вот у нас очень поучительны, еще те старые. Я вот очень любила в детстве «Дюймовочку» мультик, и там вот крот, он хотел жениться на Дюймовочке и рассчитывал, сколько Дюймовочка будет кушать в день, не потеряет ли он. Вот. И когда он посчитал, что Дюймовочка будет 3 зернышка в день кушать, он понял, что вроде ничего, вроде подходит. И вот здесь вот мне кажется, что вот какие-то светлые головы посидели и подумали: ага, мы налог-то получаем с мужчин, которые работают, а почему бы нам не получать налог из женщин? Это же прибыль-то какая будет, ой-ой-ой, да, и, соответственно, возможно, запустили по такой причине эту программу. Ну и, конечно же, идет разрушение полностью института семьи, абсолютнейшее. То есть один человек принимает решение не строить отношения с другим человеком, соответственно, не рождается продолжение рода, нету, не рождается ребенок. И все, в общем-то, ну, все завязано на мире потребления сейчас, да, и, соответственно, все хотят жить для себя, все хотят проживать, скажем так, ярко и счастливо жизнь, только не тратя жизнь на другого человека. К вопросу о том, может ли женщина сейчас прожить без мужчины, да, в принципе, может, конечно. Есть разные случаи, женщина может попросить кого-то, если она захочет ребенка, к примеру, да, то есть без обязательств. А в целом, как раньше было, женщина зависела от мужчины. Поэтому для того, чтобы люди понимали, что один без другого не может, ну, как бы, конечно, и должны быть чувства, да, но раньше была именно история, когда женщина реально не могла без мужчины. Мы просто живем уже в другое время, все очень изменилось. То есть женщина, конечно, там была в быту полезна мужчине, вот, и мужчина был полезен женщине. Конечно, если все сейчас есть и все обходятся друг без друга, то нету просто в голове у людей смысла в том, что один нужен другому человеку.
По поводу child-free, да, ну, child и free, child это ребенок, free это свободный, да, соответственно, свобода от детей, да, есть еще, значит, направление child hate, типа те, кто ненавидит детей, вот, разделяются. Ну, и там, значит, причины, что, как правило, считается, что те, кто не хочет детей, у них у самих были проблемы в семье, это, типа, вот такие, можно сказать, ответственные люди, которые не хотят портить жизнь другому человеку. Потом я еще читала, значит, что те, кто отказывается от детей, придумали, скажем так, новую фишку, что они таким образом чистят экологию, что типа не рождается вот ребенок и там почеты, как в этом, значит, природа выиграет. Ну это вообще, конечно, просто полное надувательство, я считаю, эта информация. Вот. Ну и так далее. Там есть еще разные причины, которые сейчас не буду перечислять. Я без осуждения. Вообще эта тема такая, знаете, она осторожна, я всегда осторожна к этой теме. Есть разные случаи. Есть, например, женщины, во-первых, есть молодежь, которая говорит, я не хочу детей. Потом они взрослеют и понимают, что все, у них мозги встали на место, и детей-то они хотят на самом деле. Вот. Есть еще истории, когда женщина, например, думала, что она станет счастливой, когда родила ребенка, а счастья она не получила, и ребенок-то ей не очень был нужен. Есть истории, когда женщина совершенно даже не подозревала о том, насколько она откроется как женщина с рождением ребенка, и вообще все ее самое лучшее время это именно когда родился ребенок, то есть очень много в ней талантов открылось, то есть абсолютно разные истории в жизни случаются. Здесь, конечно, если речь идет там как это отклонение, это не отклонение. Я не думаю, что это отклонение, если прям вот женщина не хочет детей, но это исключение, я бы так сказала, это исключение. Все-таки в основном просто вот эта прошивка, которая сейчас происходит и которая внедряется, которые хотят нам вот всю эту информацию нам в голову, чтобы у нас все это там сидело, да, что нам не нужны дети. Все это на самом деле делается просто для того, чтобы действительно люди отказывались от создания семьи. И даже вот если посмотреть по голливудским звездам, Кэмерон Диаз, Дженнифер Энистон, какие они были заядлые child-free, если почитать потом уже попозже интервью, которые они давали, Кэмерон Диаз, я помню, говорила, что она вообще не хочет детей, что это ответственность, она хочет жить для себя и так далее. Сейчас уже мама двоих детей вообще забросила все эти съемки в фильмах и занимается воспитанием детей, и, по-моему, очень счастлива. А Дженнифер Энистон, те, кому интересно, можете почитать, она очень сожалеет о том, что она не стала мамой, и для нее эта тема очень больная. Вот, поэтому это все может быть очень ошибочно. Вообще я остерегаюсь людей, которые вот приняли какую-то одну точку зрения и на ней вот плотно сидят, скажем так. Вот только так и не иначе. Мы растем, мы меняемся, у нас все меняется, поэтому только не очень здравомыслящий человек может быть какой-то одной идеей, больше никак иначе. Вот. Поэтому просто я за то, чтобы в любом случае рассуждать и более глубже смотреть, потому что вся эта эмансипация, все эти child-free направления. Я знаю женщину, которая, это в Америке, кстати, женщина, она с детства себе сказала, что у нее не будет детей. И так она действительно и живет без детей, но при этом у нее есть любящий муж, который никогда ее не попрекал за то, что она не хочет детей. У этого мужа есть ребенок, и они счастливо себе живут, она прекрасно с детьми проводит время его, и, в общем-то, мне вот кто-то в комментариях написал, что женщина должна быть только молодая и красивая.
Вот, и вот, видимо, некоторые вот, ну, глубже не смотрят, да, на ситуации, нужно только вот это вот какое-то, женщину воспринимают только как то, что она может родить ребенка, и больше ничего, из-за ее молодости. А когда уже молодости нету, или она не может, там, скажем, родить, да, не воспринимают ее вообще как за человека. Мне кажется, что это довольно жестоко, поэтому здесь очень частные случаи. Просто то, что навязывается нам обществом, оно совершенно не то, что на самом деле может быть нужно действительно людям. И в любом случае, я думаю, что ребенок должен появляться по желанию, обязательно от любви, и не просто потому, что так надо, а потом некоторые женщины сталкиваются с тем, что они на самом деле не готовы были. То есть обязательно должно быть внутреннее желание этого ребенка. Ну, я продолжу эту тему. На самом деле у меня много есть что сказать, просто я смотрю, я уже из тайминга выбиваюсь, и, в общем, как-нибудь запишу на эту тему еще видео. Спасибо большое за просмотр, увидимся уже завтра, пока.